Так, начинаю наше неожиданное включение. Постараюсь, конечно, поменьше воды, по факту и только все по делу. Это чисто мое мнение, но, ребята, тучи сгущаются. Кстати, в описании этого стрима есть ссылки, м, так что очень рекомендую везде подписаться, если кто-то увидит свои знакомые социальные сети, там платформы, где вы еще зарегистрированы, обязательно меня подпишитесь. Чтобы нам не потеряться. Дело как, обстоит. Ну, Facebook заблокировали, Instagram заблокировали. Поехали дальше. На очереди у нас YouTube. А, что сделал YouTube? Сначала, с на с того момента, как началась российская, спецоперация. Вот как вот этот человек вел спецоперацию, чтобы не называть специально, вот так вот показывать просто буду. Вот он сказал, и началась спецоперация. Потом раз он сказал, и заблокировали, э, одну сеть. Э, ну, а дальше что у нас? YouTube это Google, да? То есть также парно могут быть, также могут и убрать YouTube с Google. Но по порядку все будет, конечно. Что сделал YouTube? Он не сделал ничего, он просто вырубил всю рекламу. Он просто тупо вырубил всю рекламу. Но это же на самом деле мелочи. Была претензия к "Ютубу", то, что он показывает всякую политическую рекламу в детских роликах, но это мелочи. Ну, и все, и больше он ничего не сделал. И все, и мы живем в тишине, непонятно, что будет. Точнее, что будет, понятно. Но давайте немного цифр. Немного цифр. Давайте за базу возьмем полный нормальный год, когда ничего не мешало "Ютубу". YouTube в такой год зарабатывал, вслушайтесь в эту цифру, 144 миллиарда долларов. В России, это только в России. Чисто в России, да, как бы вот YouTube зарабатывал. Сейчас берем и выключаем русский YouTube, он уходит. По моим подсчетам, тогда YouTube будет терять около 200 миллиардов долларов. Это как только по скромным подсчетам. Но это ситуация политическая, и не знаю, готов ли YouTube потерять такие деньги ради или все-таки не договорятся. М, Не, но мне очень жаль, каналу бы в этом году 12 лет исполнилось. Чтобы вы понимали, что такое YouTube и Google для обычного русского человека. Под "Ютубом" вообще, в принципе, воспринималось как просмотр роликов в интернете, да. Вот что-то случилось интересное, ты снял это, ты ты что, выложу в "Одноклассники", выложу "ВКонтакте", выложу на YouTube. Это уже загрузка ролика в интернет уже подразумевает под "Ютубом". А поисковая система, что такое? Само понятие. Ты же не скажешь: "Пойду-ка я п по Яндекс.Ню или по мейлю", там как-то вы так не говорите же все. Пойду сейчас загуглю, да? И вот это вот слово просто выпиливается из нашего языка. И самое, что странное, произойдет это, если они не договорятся 1 апреля. Да, знаете, в правительстве Российской Федерации тоже умеют шутить, и вот так вот легко на 1 апреля возьмут и оп, и вот. Ах,
Но есть ли шансы? Чисто теоретические шансы. Есть ли шансы? Э, Можно, конечно, так отшутиться и сказать: "Ну вот, Соловьева забанили, и он обиделся и, там решил в своих кругах пошевелить". Ну, и не в одном же Соловьеве дело. Ну, я думаю, если вдруг YouTube разблокирует Соловьева, там еще пару человек, может быть, как-то, ситуация сдвинется, да? Но хотя YouTube точно не разблокирует Соловьева. А если без шуток, то давайте вспомним 14 год. 14 год, что происходило на главной странице "Ютуба"? Прямо на главной странице "Ютуба" была такая картиночка, как снайперы, на Майдане кого-то убивали. На главной странице. И так далее, и тому подобное. То есть это как бы не было придумано вот как бы в этом году. Это было как бы в принципе. Оно копилось, копилось. И видели, как хоба, и нет "Фейсбука". И сколько там человек, сколько там "Фейсбук" зарабатывал. Хоба, и нет "Инстаграма". То есть, вся серьезность, чтобы вы понимали. И сколько там пользователей зарегистрировано, у кого какие аккаунты. А вы по у многих, Google аккаунты, к устройствам привязаны, чтобы вы понимали. И что, и все. И это тоже может, я просто не знаю, как оно дальше будет, дальше это все дело, работать. Э, Если у вас, какая-то, платформа, если у вас какой-то большой серьезный канал, э, мой вам совет: подыскивайте контору. Есть такие конторы, которые переводят в тот же Дзен и так далее, и тому подобное. Сейчас такое время непростое. Эт Сейчас не то время, когда, э, все яйца в одной корзинке хранить нужно. Сколько нам по телеку говорили, в интернетах, что вот-вот Третья мировая будет. Но никто же не представлял, как она будет происходить в реальности. Все думали: танки, ядерное оружие, а это уже все началось. Жаль, 12 лет, э, и маловероятно, что они договорятся, потому что это слишком очень много роликов, которые вот так бродят, и YouTube неоднозначно относится, допустим, к определенной аудитории, да, то есть, не буду говорить конкретные страны, но а один и тот же ролик одной и той же тематики загрузят в разных странах, да, и в одной стране заблокируют, в другой нет. У тя майка желтая есть. Да, так что, м, что я могу сказать? Везде подписывайтесь, где увидите знакомые ссылки. Мы сдаваться не будем. Будем что, стримить в "Одноклассниках" будем. А хер ли делать. Дзен. Кстати, у меня есть дзен-канал. А, мн Придется отгружать туда ролики. Говорят, что в "Дзене" тоже можно стримить. Короче, везде подписывайтесь. Уже монетизация, когда все боялись за монетизацию, это самая маленькая. Вот не за это надо было бояться. Сейчас нужно. Кстати, помните, прямая линия с президентом, какой-то там чувак такой спросил: "А не будет ли заблокирован YouTube?" И президент так ему так, вот этот мужик ему сказал так вот: "Нет, не будет, конечно, не будет". Ну, тогда было другое время, а сейчас спецоперация. Мы практически на
военном положении находимся, да, поэтому вспомните Казахстан. Хоба и отключили интернет. А у нас тоже есть рубильник. Раз и отключат. И все так по одному. Сейчас столько денег все потеряли, а YouTube это просто как щепка. Привет, привет. Если, если у вас есть, очень рекомендую, если у вас большой канал, да, много аудитории, э, сообщать, своим подписчикам, чтобы они подписывались на вас там, ну, "ВКонтакте" там и так далее, другие альтернативные места. Но если вы загружаете, не только стримите, ролики загружаете, есть куча контор, которые переводят в Дзен и так далее. Да, они с вас возьмут процент, но это гораздо лучше, чем ничего. Та же, та же "Юла", к примеру, или, ну, куча т таких контор, в зависимости от того, у кого какая аудитория. Да, кто бы мог подумать, да, что вот так вот все будет. Но, я вам больше скажу. Когда-то я рос маленьким мальчиком, и я не знал, что такое интернет. Это было в 90-е. Был хаос и разруха. И тогда не было интернета. Ну и вот, у нас не будет, вот этих всех привычных прелестей, э, но, жить будем лучше, но без интернета. И еще, возможно, без чего-нибудь. Кто на очереди, да? Ну вот, если заблокируют, э, "Ютуб", то и "Гугл", соответственно, у "Яндекса" не будет абсолютно конкурентов. На одном известном канале, в одном прекрасной передаче, сравнивали "Яндекс" и "Гугл", поисковые запросы, совершенно случайно про спецоперацию. И что-то мне подсказывает, что этот канал может эту статистику передать совершенно случайно в Роспотребнадзор. Ну, вот так вот Соловьев и как бы, ну, может быть, Соловьева, конечно, до кучи можно туда взять, что они все обиделись и решили э, громко хлопнуть дверью. Если нас не будет на Ютубе, то и вас, вам не дадим. На самом деле просто для России Ютуба не будет, а Ютуб будет продолжаться. То есть все вот эти ролики, э, к которым претензия у Роспотребнадзора, они же останутся, просто в России их не будут смотреть, а на Украине, в Казахстане, в Беларуси, в Киргизии, в Грузии и во всех остальных странах их смотреть будут. Э, в Европе их будут смотреть, а на очереди у нас может и "ТикТок". А что говорите, "ТикТок" китайский? И что? На него же загружаются, ролики подобного же характера. Э, и что-то мне подсказывает, учитывая, какая аудитория у "ТикТока", "ТикТок", как бы он ни старался, он не сможет оперативно все эти убрать. И сколько это сколько это будет длиться, м, если честно, я не помню ни один сайт, который Роскомнадзор, разблокировал. Вот чтобы был большой сайт, и он его разблокировал. А, да, это в этом году 1 апреля это будет не очень не смешно.
Так что у нас сегодня вторник, да? Ну и осталось нам буквально вот 1 апреля у нас в пятницу. Немного осталось. Не знаю, что. Очень жаль, что все-таки. Я, я думаю, надо успеть все-таки до того, как все схлопнется, провести, ну, не конкурс, что ли, а хотя бы выбрать самые лучшие ролики на моем YouTube-канале. Ну и вы можете написать, я думаю, если вдруг завтра не заблокируют все это дело, вы можете сами, какой вы считаете самый э, классный, самый топовый ролик на моем канале, на ваш взгляд. Можете оставлять вот прямо тут ссылки на него. Это мнение каждого будет учитываться. Ну, я сам еще посмотрю. Поэтому что-то пишите. Сейчас такое время, что всем нужно сплотиться. Страну не выбирают, но учитывая вот эту всю тишину, нашла коса на камень. Вряд ли YouTube будет договариваться. 200 миллиардов, не 200. Конечно, способы останутся, но это уже будет не тот YouTube. 22 год. Год медленного интернета. Не хотелось бы прощаться на такой грустной ноте, но надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Володя, ну за что?